Я сразу догадался, что он имеет в виду, но по инерции все же переспросил. Что уже? Уже произошло. Меня убрали из нескольких векторов, то есть, попросту говоря, убили. Несмотря на серьезность этих слов, я не смог удержаться от черного юмора и, подражая Денису, сказал: «Ну и не все ли тебе равно, что с тобой происходит в других векторах реальности? Здесь же ты в порядке и выглядишь вполне свежо. Я бы не стал волноваться, если бы это была случайность, как с тобой», — сокрушенно произнес он. «Но они планомерно убирают меня из других векторов, где только это возможно. Дорога в другие вероятности оказывается для меня закрытой. Я обнаружил это, когда хотел предотвратить убийство шедших ко мне гостей. Оказалось, что меня уже нет в том векторе, и поэтому я ничего не смог сделать. До сих пор не могу понять, что мешает им добраться сюда. Ты же говорил, что векторов много. Постарался я его успокоить. Значит, вероятность, что доберутся именно сюда, не так уж и велика. Только на это и надеюсь, но мне кажется, причина в чем-то другом, — отозвался он. Я невольно огляделся по сторонам. Теперь мне мерещилось, что за нами наблюдают отовсюду, и вот-вот из какого-нибудь темного угла выскочит киллер с пистолетом. Заметив мое беспокойство, Денис сказал: «Сейчас все спокойно. Когда появляется опасность в ближайших векторах, срабатывает система предупреждения и, кроме того, вот...» Он указал рукой на мониторы. «Здесь можно даже видеть, что там происходит. Только не думай, что я установил там везде камеры. Никаких камер вообще нет. То, что мы видим, это результат работы комплексного алгоритма, использующего квантовые переходы и отображающего участки пространства в векторах, где напряженность, в смысле моей безопасности, превышает определенный уровень и автоматически транслирует изображение из этих участков сюда. Точку обзора я могу выбирать произвольно, ну, как если бы крутить трехмерную модель на экране. Это довольно сложный процесс, и описать тебе его в 2 словах не получится», — закончил он. «Ладно», — сказал я, — «я тебе и так верю. Ты же у нас гений в физике». Объяснение Дениса меня немного успокоило, по крайней мере, хоть что-то было под контролем. Я вопросительно посмотрел на него. «Что, мол, будем теперь делать?» Он тут же оживился и стал, энергично размахивая руками, объяснять, как он собирается выпутаться из создавшегося положения. Он считал, что существует 2 радикальных способа. Один из них, наиболее экстравагантный, заключался в том, чтобы получить абсолютно все права и стать единоличным хозяином системы, то есть хакнуть не чуть-чуть, как в первый раз, а хакнуть все полностью. В этом варианте самое главное было лишить настоящего администратора или администраторов, если их окажется несколько, их прав. У меня глаза полезли на лоб от такого наглого заявления. Для меня это было уже чересчур, но я промолчал, решив выслушать все до конца. Второй вариант предполагал не столь радикальное, но тоже эффективное решение. Все должно было быть наоборот. То есть надо было сделать администраторами как можно больше людей, а при возможности и вообще всех. Таким образом, поиски кого-то одного потеряют смысл. Ни то, ни другое не казалось мне убедительным, хотя бы потому, что, на мой взгляд, для осуществления этих планов не было реальных возможностей. Может быть, я ошибался, и Денису было известно что-то, что делало реализацию этого безумия вполне осуществимым. Заметив мое унылое настроение, Денис вздохнул, в очередной раз открыл дверку совершенно пустого холодильника, будто еще раз желая убедиться, что там ничего нет, и предложил продолжить беседу в баре напротив. Мы молча вышли из квартиры. Лифт вел себя как примерный первоклассник,
вызубривший урок. Не издав ни звука, он беспрекословно доставил нас на первый этаж. Неужели и здесь Денис постарался? Когда мы проезжали 7-й, мои глаза сами собой скосились на лестничную площадку, промелькнувшую в узком окошке двери. Она была пуста. Переместились ли мы в другой вектор, или кто-то уже успел убрать еще совсем недавно лежавшие там тела, навсегда осталось для меня загадкой. Вроде бы все разрешилось само собой, как и говорил Денис, но мое настроение нисколько от этого не улучшилось. Бар с многозначительным названием «Пора» был погружен в полумрак и удивлял отсутствием посетителей. Воздух был неожиданно свежим, без запаха застарелого табачного дыма и впитавшегося в пол прокисшего пива. Бармен, как и должно в любом приличном заведении такого рода, непрестанно протирал ослепительно белым полотенцем бокалы, и то и дело вытягивал руку к лампе и, прищурившись, проверял на свет качество работы. Увидев нас, он приветливо помахал рукой, будто был нашим старым знакомым. Мы сели за ближайший к бару стол из толстой дубовой доски. Такая мебель вошла в моду пару лет назад и была мне симпатична. Она создавала особую атмосферу основательности и неспешности, располагающую к долгому застолью и задушевной беседе. Подошла официантка. Веселая, стройная, загорелая девушка с правильными, почти идеальными чертами лица. Густые русые волосы были собраны в тугой узел на затылке. Она излучала почти физически ощутимые волны доброжелательности, радости и светлой энергии. Сразу возникало ощущение домашнего уюта, и невольно хотелось улыбнуться ей в ответ. «Я вас слушаю», — произнесла она приятным голосом и, получив заказ, тут же упорхнула. Вскоре в наших руках оказалось по кружке Адмиралтейского, а на столе блюдо с копченой макрелью и креветками. Массивная свеча бросала теплые блики света на искрящуюся в заиндевелом стекле золотистую жидкость. Мягкие, едва ощутимые колебания согретого ею воздуха ласкали лицо. Мрачные мысли сами собой незаметно улетучились, и скоро мы уже беззаботно хохотали, вспоминая веселые события прошлого. С Денисом мы еще в школе учились в одном классе, и вспомнить было о чем. Время летело стремительно, как и количество выпитых кружек пива. Мы уже знали, что нашу официантку зовут Анастасия, и она подрабатывает здесь в свободное время, а вообще-то учится в университете на 3-м курсе факультета палеонтологии. От нее же мы узнали, что бармена зовут Евгений, и что на самом деле он никакой не бармен, а хозяин бара. Настоящий же бармен уехал на 2 недели в отпуск на Средиземное море, то ли в Дубровник, то ли куда-то в Черногорию. Через некоторое время, оглядевшись вокруг, я заметил, что в баре не осталось ни одного свободного места. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Но вскоре мне стало казаться, что люди, которые сидят вокруг нас, как-то необъяснимо связаны между собой. Как будто все они знакомы друг с другом, но усердно делают вид, что друг друга не знают. Я взмахнул рукой перед глазами, чтобы отогнать это наваждение, навеянное, как мне подумалось, чрезмерным количеством пива. Это помогло, но ненадолго. Вскоре чувство нашей обособленности ото всех остальных посетителей проявилось с новой силой. Окружающие как-то странно на нас смотрели, будто ожидали чего-то, как зрители в театре ожидают начала представления. И я хотел поделиться с Денисом своим наблюдением,
Но он был настолько увлечен беседой с подошедшей к нам для очередного заказа Анастасией, что моих энергичных подергиваний за рукав оказалось недостаточно, чтобы привлечь его внимание. Неожиданно я заметил, что Анастасия делает мне какие-то знаки. Она слегка шевелила рукой, как бы указывая на столик, находящийся за колонной через проход от нас. Делала она это так, что было совершенно ясно. Оборачиваться не надо. Я скосил глаза, насколько это было возможно, и тут же, бросившись вперед одним движением, оттолкнул в сторону Анастасию и вырвал стул из-под Дениса. Он возмущенно всхлипнул от неожиданности и рухнул под стол. Осколки пивных кружек и горячий воск от задетой пулей свечи брызнули во все стороны. Перекатившись на спину, я изо всех сил ударил ногами тяжелый дубовый стол снизу и повалил его на бок так, чтобы мы могли за ним укрыться. Увидев мельком, как Анастасия спряталась за колонной, я схватил по-прежнему ничего не понимающего Дениса за руку и, пригибаясь, потащил его за барную стойку, где согнувшийся в 3 погибели Евгений молча указывал нам рукой на открытую дверь в подсобку. Сопровождаемые едва слышными хлопками выстрелов, стреляли из автоматического оружия с глушителем и тонким звоном бутылок, разлетающихся вдребезги под градом пуль, мы влетели в подсобку. Я опрокинул попавшуюся мне под руки тяжелую алюминиевую бочку с пивом, подперев ею железную дверь, и заклинил ее другой такой же бочкой между шкафом и стеной. Это, конечно, не могло надолго остановить наших преследователей. В полумраке подсобки промелькнула полоска слабого света, пробивавшегося через неплотно закрытую дверь. Бросившись туда, мы оказались в глухом внутреннем дворике колодца, уставленном мусорными баками. Окна нижних этажей были закрыты металлическими решетками. У одной из стен стоял, оказавшийся здесь каким-то чудом, напоминающий маленький космический корабль — черный мотоцикл «Хонда». Во дворик выходили еще 3 двери из других домов. Выбрав из них одну, показавшуюся мне чуть приоткрытой, я потащил Дениса туда. Мы нырнули в темный подъезд и побежали по узкому петляющему коридору, не зная, куда он нас выведет. Наугад свернув несколько раз в боковые ответвления и распахнув очередную дверь, оказавшуюся, к нашему счастью, не запертой, мы неожиданно выскочили на широкую улицу с оживленным движением. Я не сразу понял, где мы находимся, и немного растерялся. Денис сориентировался быстрее и уже махал руками, останавливая одну из проезжавших мимо машин. Пожалуй, это было самым лучшим решением. Бежать дальше у нас уже не было сил. Буквально через несколько секунд рядом с нами, завизжав тормозами, остановилась красная «Тойота». Мы запрыгнули на заднее сиденье. Машина рванула вперед, как будто водитель заранее знал, куда ехать. Я тотчас же прилип к заднему стеклу и увидел, как на дорогу выбежал человек в длинном черном плаще и быстро завертел головой по сторонам, кого-то высматривая. Несомненно, это и был наш преследователь. Лица его разглядеть мне не удалось, мы отъехали уже достаточно далеко. И это было, наверное, самое лучшее, что мы могли сейчас сделать, чтобы уцелеть. К счастью, он не успел увидеть, в какой машине мы уехали. Я обернулся вперед, чтобы поблагодарить водителя, так, кстати, пожелавшего нас подвезти, и увидел то, чего менее всего ожидал. За рулем сидела Анастасия. Она, не оглядываясь, сосредоточенно вела машину, сворачивая то вправо, то влево, по незнакомым мне улицам. Денис, протиснув голову между 2 передними сиденьями и обхватив руками подголовники, напряженно всматривался в мелькавших прохожих и дома, видимо, стараясь как можно раньше обнаружить опасность. Мы ехали довольно долго, наконец свернули в какую-то подворотню и остановились во дворе с потрескавшимся и кое-где провалившимся асфальтом.
Несколько кустов с бледно-зеленой от недостатка солнца листвой и чахлая трава украшали небольшой газончик. Вьюнок оплетал крашеную зеленой краской скамейку. Анастасия повела нас к подъезду старинного пятиэтажного дома. Высокая деревянная дверь с колоннами по бокам, украшенная искусной резьбой и витражом с причудливыми узорами, сохранилась на удивление хорошо. Стены, в отличие от нее, выглядели неважно. Штукатурка вся была исцарапана надписями и кое-где осыпалась, обнажив темно-красный кирпич. Лифта в доме не было. Мы поднялись на последний этаж по широкой мраморной лестнице с истертыми ступенями и коваными перилами, выглядевшими в период своей молодости совершенно роскошно, а теперь с запыленными и лишившимися в некоторых местах части своих украшений. Мы остановились около обитой черным дерматином двери. На стене рядом с дверью, как и положено в коммуналке, располагалось несколько измазанных краской во время ремонта электрических звонков с разными именами. Анастасия звонить в дверь не стала, набрала номер на своем мобильнике и что-то тихо сказала. Вскоре за дверью раздались шаги, лязгнул замок, и она со скрипом распахнулась.